Привет, 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 песеры, с вами Морж. Мы уже с вами говорили о нападающих, которых стоит иметь перед выходом 22 части. Как вы знаете, игроки из 21 мобилки в 22 мобилку у нас перенесутся. Если ты хочешь знать больше про то, что переносится, вернись на пару видео назад, не поленись, я рассказывал все подробно. Надеюсь, всем будет понятно. Сейчас я же хочу с вами поговорить о полузащите. Сейчас я на своем основном аккаунте, и здесь, конечно, не тот набор, который бы я брал, потому что, сами понимаете, на ПК ограниченное количество ресурсов, поэтому пришлось перебиваться тем, что есть. Поэтому сегодня хочу с вами разобрать полузащитников, какими они будут в 22 части, каких стоит иметь, ну и каких я буду оставлять для себя в мобильной версии игры. Пока что дата выхода мобильной версии нам неизвестна. По непроверенному инсайду говорят, что где-то после 19 мая, в общем, будем надеяться. Так что, в принципе, у нас еще есть пару недель, чтобы получить игроков либо через обмен, либо выбить из драфтбокса, потому что, ребят, что драфтбокса за ГП, что обмена в 22 части нет. И, кстати, эти 2 недели, в принципе, можно еще позаниматься очень даже полезными вещами. Мы все ждем 22 часть, но пока ее нет, есть смысл напоследок зарубиться в турнире, ведь потом уже такого геймплея, как сейчас, не будет. И такой турнир вам может предложить группа Fire Tournaments. Как раз сейчас идет регистрация на Лигу Европы. Если ты готов бросить вызов сильнейшим игрокам РУ-сообщества и побороться за приз, то ссылка на группу и турнир тебя ждут в описании и закрепленном комментарии. Не забудь сначала прочитать правила. И, кстати, финал турнира вполне может оказаться на моем канале. Добавлю, что у группы сменился владелец, и новый хозяин обещает много движа, который явно не стоит пропускать. Так что подписочка и вперед. Окей, переходим к полузащите. Начнем мы с атакующих полузащитников, закончим опорниками. Выскажу, как всегда, свои мысли, надеюсь на вашу поддержку, такие видео полезны, поэтому не ленись поставить лайк, не ленись поставить написать комментарий, пусть до большего числа людей это дойдет, лишним, так сказать, не будет. Значит, начинаем с атакующих полузащитников. Самый дорогой у нас атакующий полузащитник — это Де Брюйне со стилем креативный плеймейкер. Вот, я не любитель креативных плеймейкеров, вы это знаете, тем не менее, в составе его иметь стоит, я уверен, что будет вам пригождаться, при том, что он еще достаточно часто бывает на хороших рейтингах. Я же предпочитаю игроков со стилем именно атакующий полузащитник на позиции атакующий полузащитник. А это Бруно Фернандеш. Кстати, я раскидывал уже его статы. Где-то качается он примерно до 93. Если добавить сыгранность команды, там будет еще плюс 3 рейтинга, то есть будет где-то 96. Естественно, он не выделяется классной скоростью и ускорением, зато он выделяется достаточно хорошим пасом низом, пасом навесом, и в принципе реализацию ему можно выкачать. Но мой выбор на позицию атакующего полузащитника будет не он, вот если выбирать одного кого-то. Также Маунт у нас обладает стилем атакующий полузащитник, Зелинский обладает, Пелегрини обладает, Фекир, Малиновский. Но я свой выбор, ребята, вы знаете, останавливаю на Дзаньоло. Прокачиваться он будет меньше, чем, конечно, Фернандеш. Где-то Дзаньоло у нас докачается до 89, опять же, я статы плюс-минус раскидывал, но при этом ему можно выгнать классную скорость и ускорение. Там будет ускорение 85, скорость 84. При этом будет очень достойное умение атаковать и реализация, пас на нормальном уровне, то есть он сможет и в подыгрыш, и в завершение, при этом он обладает классными физическими параметрами. Именно поэтому я останавливаюсь на Дзаньоло, да, до 89 он будет всего качаться, не как Фернандеш до 93, но я бы именно его брал в команду. Вот, по атакующим полузащитникам понятно. Правые полузащитники и левые полузащитники, здесь у нас ситуация такая себе. В нашем современном футболе, в общем-то, правых полузащитников и левых полузащитников особо и нет. То есть все в основном правые нападающие и левые нападающие. И в 22 части правые нападающие и левые нападающие, ну, в 90% случаев становятся на позицию правого и левого полузащитника. Поэтому здесь я бы даже не советовал вам копаться, оставлять этих игроков, если бы у нас не было реально крутого левого полузащитника. Обязательно его иметь себе в команде. Конечно же, это Сон. У нас тут, кстати, 2 версии Сона, почему-то один от сборной Кореи, один у нас от Тоттенхэма. В принципе, они не различаются, но что в нем хорошего? Итак, во-первых, у него дичайшая универсальность. Смотрите, в 22 части, если позиции подсвечены ярким цветом, то он на позиции рейтинга вообще не теряет. Итого, у нас Сон может стать на левого полузащитника, левого нападающего, правого
нападающего, оттянутого форварда и центрального нападающего. Да, стиль будет работать только на левом полузащитнике, правом нападающем и левом нападающем. Но все равно такая универсальность — это просто бомба. Как бомба и его статы. При рейтинге 83 на первом уровне, я вам напоминаю, у него 81 умение атаковать охрененно, 80 реализация охрененно, то есть это уровень центрального нападающего. При этом классная скорость, классное ускорение, классная выносливость, в принципе неплохой баланс. Да, пас, конечно, тут немножечко, он не совсем подыгрывающий, Сон у нас больше завершитель, но при этом классный контроль мяча, дриблинг и удержание. Короче, Сон дико универсальная карточка, и честно, если бы у меня сейчас были 300 тысяч, я бы брал его себе здесь на этот аккаунт, но как видите, у меня 120, у меня просто его нет. По остальным здесь особо ничего интересного. Говорю, левого нападающего и правого нападающего легче просто сместить пониже. То есть тот же Мане, если не ошибаюсь, у Мане смещение с фланга, он как раз на левого полузащитника, например, и станет без потери рейтинга. Идем к центральным. Значит, по центральным полузащитникам самый у нас топовый — это Горецко и Де Йонг. По Горецке, конечно, ничего сказать не могу, люблю я этого игрока. Да, у него есть просадочки в скорости, которые можно выкачать. Нормально ему можно выкачать защиту, плюс классный стиль от штрафной до штрафной. Короче, must have, рекомендую, Горецку надо брать себе в состав. По Де Йонгу примерно то же самое могу сказать, хоть я и не любитель стиля дирижер. Де Йонг, что по 21 части, что по 20 части, всегда, вот не знаю почему, мне нравился. Он реально на поле везде успевает, везде бегает. Классная карточка, кстати, вот, ну, у меня, вы видели, в команде карточка за золото. Вот этот качается на, по-моему, за золото качается на 94, этот будет качаться на 92. Ну, то есть разница не особо большая. Модрич, Кросс, да, по 200 тысяч стоит, но я не люблю игроков плана очень медленные, с хорошим пасом. Коки, Луис Альберто тоже ничего особо такого не выделял. В принципе, тут кто-то мне еще в глаза попадался, прям, ага, Кисье, вот, Кисье очень многие хвалят, тоже советую вам его иметь в своем составе, часто его берут и много его обсуждают. И я бы еще выделил... Сейчас, секундочку, мы тут ищем. Да, Педри, в любом случае, огромное количество поклонников Барселоны его возьмет, прокачка до хрена и больше. Но, сами понимаете, в защиту этот парень уметь вообще не будет. Плюс стиль креативный плеймейкер, который все-таки подходит больше атакующему полузащитнику, а не центральному. Так, Рабье, Фернандеш, а кого ж еще прям сильно очень хвалят. По-моему, он должен быть без... Или он на опорке? Ой, я уже, если честно, и не помню. Да, на центральном полузащитнике вы можете еще взять Беллингема, например, с большой прокачкой, ну и так далее. Но я вам советую иметь самых дорогих, плюс иметь, допустим, Гравенберха. Конечно, Гравенберха-то я искал, из головы вылетело. Классная прокачка, классные физические показатели. Я его брал для своей основной команды, я его брал и для новичковой команды. Короче, парень реально дает, парень реально может. И заканчиваем опоркой. Значит, самый дорогой у нас Кимих. При этом Кимих у нас и в защиту здесь хоть кое-как решил поуметь, в принципе, ему можно нормально защиту выкачать. И при этом обладает очень даже хорошей скоростью и ускорением, плюс выносливость. Да, стиль дирижер не самый лучший, 177 сантиметров тоже не самый богатырь, но вот глядя на общее количество статов, Кимих здесь вполне себе неплох, стоит его иметь. Как и Казимира. Казимира, конечно, получше умеет защиту, но похуже умеет в пас, как и похуже умеет скорость. Здесь уже дело вкуса, и все-таки опорник, ну, как по мне, не то, чтобы сильно должен быть быстрый, но бежать все-таки должен. Ну и Канте у нас вот троечку замыкает. Здесь, конечно, потрясающее умение защищаться, подкаты, агрессия, вовлеченность в защиту, плюс классная скорость и ускорение. Вот и пас даже вроде есть, и дриблинг вроде есть, и выносливость классная, и баланс классный, но 168 сантиметров, ребята, 65 корпуса. Да, можно попытаться выкачать, но будет сложновато, Бускетс медленный, Фабиньо медленный, Родри класснейший просто в 21 части, а здесь потерял всю вообще скорость и ускорение, будет очень сильно не успевать. Тем не менее, 191 сантиметр и хорошо в защиту. Здесь еще стоит, во-первых, выделять Закарию, очень многие его хвалят, во-вторых, выделять Ндиди, тут, что называется, это бюджетные варианты, тем не менее, очень многие их хвалят, и выделять Барриоса. По Барриусу вообще интересная ситуация. Посмотрите, у него действительно очень классные статы в защиту. У него классная скорость и ускорение для рейтинга 78-то. При этом и корпус есть, и баланс есть, и выносливость есть. И даже пас кое-какой нарисовали. Плюс стиль якорь. Да, 178 сантиметров, не богатырь и 10 навыков. Но Барриуса тоже. Барриуса очень многие хвалят. При этом он всего 51 тысячу стоит. Поэтому позволить его себе может любой. Вот такая вот полузащита нас ждет в 22 части. У нас сейчас есть еще
время и поучаствовать в турнирах, и, собственно, собрать футболистов, которые вам в 22-й пригодятся. Напоминаю, что нам переносят легенды икон, но за легенды будут вообще без контракта, а за икон, за каждую из икон дадут контракт на 60 дней. И что после этих 60 дней делать, непонятно. А вот обычные игроки будут перенесены с контрактом в целый год. Поэтому я бы на вашем месте, это просто как совет, реально дружеский совет, сейчас набивал себе команду, которой вы в ближайший год будете играть. Надеюсь, это видео вам полезно, ваша активность будет дальше его продвигать, так что с этим вы мне можете помочь. На этом потихонечку, ребят, прощаюсь. С вами был Морж, до новых встреч, пока. Пока.